Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 28 декабря, среда, выпуск промежуточный, мы работаем в новом формате. Так как сегодня среда, хочу вам напомнить, что в комментариях под этим видео вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу в пятницу 30 декабря. Задавайте вопросы, с удовольствием в пятницу отвечу на самые популярные. Для того, чтобы вопрос набрал популярность, надо, чтобы к этому вопросу поставили как можно больше лайков. Я смотрю, что наши уважаемые зрители и слушатели обращаются к аудитории с просьбой поднять вопрос вверх по рейтингам, и это довольно эффективно выходит и получает поддержку. Оставляйте свои вопросы. Желательно перед вопросом написать слово «вопрос», либо поставить знак вопроса, чтобы я знал, что в комментарии не только слова благодарности, но и вопрос. Огромное спасибо всем за слова благодарности. Тоже, конечно, оставляйте в комментариях. Любые комментарии оставляйте, но вопросы под сегодняшним эфиром имеют профильный характер. Большое спасибо. Начнем. Ну, у нас сегодня день бурных высказываний. Дмитрий Медведев и ряд депутатов Государственной Думы высказались. Медведев предложил тех людей, которые уехали из России перед мобилизацией, либо сразу после, не во время мобилизации, или сразу после начала войны, призвал назвать их врагами народа или врагами государства, не суть важно. Также звучат лозунги, в данном случае пока что просто лозунги, изымать имущество у людей, которые уехали, в пользу, пока непонятно кого, видимо, в пользу государства. Кричат в основном больше всех те, кто беспокоится именно за свое имущество, я имею в виду по поводу конфискаций. Конечно, нет никаких сомнений, что эти люди пекутся о своем богатстве, стараются свое богатство вывести из страны, стараются его спрятать как можно дальше, и понимают, что люди, которые покинули страну в экстренных ситуациях, в экстренных обстоятельствах, конечно, не задумывались о сохранении своих денег, тем более, что у подавляющего большинства людей, которые уехали, я сейчас не имею в виду, конечно, Чубайса, я имею в виду людей обычных, которые, не поддержав действия Владимира Путина после начала войны, те, кто не поддержал идею мобилизации, многие уехали, конечно, уехали, оставив в качестве имущества свою квартиру, в которой человек жил, какие-то минимальные сбережения, какие-то минимальные, возможно, машину, возможно, какую-то бытовую технику. Так вот, все это предлагают пока просто в качестве лозунга депутаты Государственной Думы изымать. Так как идея абсурдная, идея идиотская, то она, конечно, имеет все шансы на воплощение. Несмотря на то, что Путин активно рассказывает, что он самый главный либерал в стране, по крайней мере, так это преподносится, конечно, все это полная чушь, и надо обращать внимание на слова идиотов, которые высказываются в информационном пространстве. Слова идиотов имеют все шансы быть поддержанными президентом России, и может в любой момент быть дано распоряжение этот идиотизм превратить в реальность. Владимир Путин любитель трэша, любитель наводить хаос, поэтому такие идеи, конечно, могут быть поддержаны. В то же время Евгений Пригожин назвал высказывания Дмитрия Медведева в Телеграм эротическими фантазиями. Смеется откровенно Пригожин с Медведева, несмотря на то, что многие раздули панику, раздули сенсационную якобы сенсационное предположение о том, что Медведев участвует в операции «Преемник 2.0», что он опять метит на президентский пост. Все это, конечно, полнейшая чушь. Мы с вами это обсуждали, это не стоит никаких, второй раз углубляться в эту тему, потому что, по-моему, буквально вчера мы с вами это обсуждали. Пригожин расставляет точки над «и», примерно так же, как расставлял точки над «и» Лукашенко во время разговора с Путиным. Так вот и сегодня Пригожин расставляет точки над «и», объяснив, что
Медведев это просто обычный озабоченный клоун. Ну, на этом как бы эту тему, наверное, и завершим. Далее, давайте, интересная тоже тема. Путин сегодня отменил поездку вернее, не поездку, визит. Он должен был лететь в Псковскую область. Объяснили отмену визита в Псковскую область тем, что плохая погода. Непогода нынче в моде, как поется в очень известной старой песне. Так вот, у Путина уже непогода который день. Штормит Путина. Не готов он никуда лететь. Все, кто захотел узнать, какая сегодня погода была в Псковской области, могли посмотреть разные сайты, которые дают актуальную погоду. Была переменная облачность с легкой дымкой, абсолютно никакой экстремальной погоды не было. Солнышко просветило практически весь день, все было замечательно. Президенту России Владимиру Путину не здоровится, но сказать об этом в открытую, конечно, нельзя. Перелеты он переносит уже не так славно, как еще совсем недавно, поэтому решил, конечно, поберечься и перед Новым годом сильно не рисковать. Новогоднее поздравление Путина уже записано, и нет никаких сомнений, что будет трансляция в новогоднюю ночь. Еще раз подчеркиваю, новогоднее поздравление уже записано, и только если наступят какие-то экстремальные обстоятельства, какое-то вмешательство в обычную жизнь, я имею в виду какое-то такое обстоятельство резкой и непреодолимой силы, которое обязательно надо будет прокомментировать в новогоднем послании, только в этом случае новогоднее послание будет перезаписано. В целом Владимир Путин планирует встречать Новый год в своем бункере за Уралом, и соберется его семья. Он уже начал путь к примирению с Юрием Ковальчуком. Скорее всего, соберутся Ковальчуки. Скорее всего, не то, что скорее всего, однозначно будут дочки Путина. Катерина так точно будет, собирается быть. И Кабаева с детьми, также будет многочисленная челядь. Я имею в виду обслуга. И, конечно же, люди, которые охраняют президента, не дают ему возможности кануть в лету. Те славные люди, которые поддержали президента после его знаменитого падения с лестницы, когда у него произошла непроизвольная дефекация. Эти же люди и будут охранять президента в новогоднюю ночь. Контролировать, чтобы в этот раз он не обделался. Все это, конечно, замечательно, но если бы не было так грустно. Надо сказать, что Новый год приближается, и старый год, который принес множество гадких сюрпризов, постепенно уходит. Что нас ждет в новом году, мы, конечно, еще расскажем. Во-первых, мы обсудим старый год, уходящий год с Сергеем Жирновым. Мы будем записывать с ним программу 31 числа, 1 января она выйдет в эфир. Это будут итоги года. И также я думаю, что, скорее всего, давайте, наверное, в завтрашнем ролике тоже подведу небольшие итоги и, возможно, обрисую какие-то перспективы на следующий год. Давайте подумаем над завтрашним выпуском именно в таком ключе. А в пятницу у нас будет традиционные ответы на вопросы. Еще раз напомню, оставляйте свои вопросы в комментариях под этим роликом. Это очень важно. Мне нравится этот формат ответа на вопросы. Я вижу, что вам он тоже заходит очень неплохо. Поэтому, конечно, будем работать в этом направлении. Я напоминаю, что мы работаем для вас. Это самое главное. Мы вас любим. Это искренне. Работаем для вас. И, извините. И, конечно, всегда рад встрече с вами. Также хочу напомнить, что если вы хотите получить четкий ответ на свои вопросы, можете подписаться у нас в Patreon, и там я отвечу практически на все вопросы. В этом году еще я постараюсь сделать ответы от подписчиков Patreon
Я думаю, что сделаем такой небольшой подарок и выпустим эти ответы для Patreon, для подписчиков Patreon 31 января. Я думаю, что постараемся в первой половине дня. Все, на этом все. Большое спасибо, что были со мной. Поддерживайте нас, это очень важно. Мы работаем для вас, еще раз повторяю. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания.